Сегодня утром, встав пораньше, наши путешественники отправляются в захватывающее путешествие по Исландии. Тщательно спланировав маршрут, они начинают свое путешествие с центра Лондона. Впереди их ждут захватывающие виды природы, уникальные ландшафты и, конечно же, истории, которыми они хотят поделиться с вами. Приготовьтесь окунуться в мир вулканов, ледников и магии Исландии вместе с ними. Начинаем наше путешествие прямо сейчас. После прилета в аэропорт Кефлавик, который находится в 50 километрах от Рейкьявика, они арендовали машину и направились к одной из главных достопримечательностей Исландии – Голубая лагуна. На улице было около 8 градусов тепла. Сейчас находимся в Голубой лагуне. Здесь буквально 4 километра действующий вулкан, поэтому поедем туда. Голубая лагуна – истинная жемчужина Исландии. Билет в Голубую лагуну включает в себя белый крем, о котором утверждают, что он омолаживает на 10 лет, согласно заведению. Вода тут морская и искусственно подогревается с использованием геотермальной энергии, что придает ей характерный голубой цвет и благотворно воздействует на кожу. Исландия – крупнейший в мире остров вулканического происхождения, исландские дома не нуждаются в искусственном отоплении, пар и горячая вода попадают туда прямо из природных горячих источников. Посетив Голубую лагуну, наши путешественники двинулись дальше к новой цели – национальному парку Тингвелл-Райер, где плиты разделяют Европу и Азию с Америкой. Национальный парк Тингвеллер является частью популярного туристического маршрута «Золотое кольцо», вместе с долиной гейзеров Хёйкаделюр и водопадом Гюдльфосс. Стоим в Евразии. Сейчас будем идти в Америку, на американскую плиту. Это Исландия. Вот Катя нашла голубику. Да. Это арктическая зона. Арктическая голубика. Покажи еще раз. Вот, смотри, целая ладошка. Ой, молодец. Что, пойдем? В национальном парке Тингвеллер снимали несколько сцен всемирно известного сериала «Игра престолов». Одним из самых узнаваемых мест съемок является каньон около водопада Аксарарфос, место расхождения евразийской и североамериканской тектонических плит. А следующая остановка – это исландская долина гейзеров с горячими источниками, славится своими красочными и сказочными зрелищами, где природа играет роль режиссера. Пар, напоминающие эффекты на сцене, создают интригу, а мощные гейзеры, вырываясь из-под земли, представляют невероятное театральное представление днем и ночью. К сожалению, некоторые гейзеры, такие как этот, уже не активны или могут выбрасывать столб пара раз в месяц. Наша следующая локация, водопад Гуфос, приветствовала наших путешественников с сильными ветрами. Гюдльфосс – многоуровневый водопад общей высотой 32 метра. Расщелина, берущая начало в реке Хвита, скрыта от глаз с близкого расстояния, создавая впечатление, будто река просто уходит в землю. Рассказывают историю об известной девушке по имени Сигридур Тамаздатир, которая прошла босиком из Рейкьявика в Гюдльфосс в знак протеста против использования водопада для выработки гидроэлектроэнергии. Говорят, что она уберегла водопад от нападений, и поэтому в ее честь возле водопада была воздвигнута статуя. Ну а нам пора отправляться к следующей локации – горячим источникам в местечке Хроналок. На подъезде к месту встретились овечки, мама,
вела дочек баю-бай и пела им длинную песенку. Хруналаук – это небольшой горячий источник, который находится недалеко от деревни Флудир, в регионе Западной Исландии. Этот регион известен своей красивой природой, горами и термальными источниками. Хруналаук – одно из множества таких мест в этом регионе, которое привлекает как туристов, так и местных жителей своими термальными водами. Вода в Хруналаук имеет температуру около 38-40 градусов Цельсия, что делает его идеальным местом для релаксации и отдыха. Это идеальное место, чтобы провести ночь. А утром наших путешественников встретил водопад Хайфас. Здесь, в окружении горных вершин и бескрайних просторов, вода обрушивается с небесной высоты, создавая захватывающее зрелище. Неотразимое сочетание могущества и спокойствия, звучание бурлящих вод и величественные виды превращают это место в настоящий рай для путешественников и любителей природы. Водопад Хайфас – это безусловно одно из самых красивых мест, которое оставляет незабываемые впечатления. Этот водопад находится недалеко от вулкана Хекла в южной части Исландии. Он расположен в глубоком каньоне, который уходит далеко за горизонт. В самом начале этого каньона находятся два водопада Грани и Хайфас. Вместе они создают захватывающий пейзаж и приглашают нас к удивительному приключению. И мы с вами отправляемся к следующей локации с труднопроизносимым названием Селджландсфос. Это водопад, внутри которого можно пройти. Однако сначала перед нами протянулось 50 километров бездорожья, и только после этого дорога улучшилась, и мы продолжим движение к южной части Исландии, ближе к побережью. По дороге мы встретили исландских лошадей. Они маленькие и крепкие. Важно отметить, что этих лошадей экспортируют, и однажды покинув остров, они не могут вернуться. Высота водопада Селджландсфос – 60 метров. Этот водопад – один из самых красивых природных чудес Исландии. Побежали. О, прям сюда заливает, Катя, смотри. Пошли. Ураган! У-у-у! После того, как мы насладились красотой водопада Селджландсфос, наш путь вел нас вдоль берега к другой потрясающей достопримечательности. Скогофос – это впечатляющий и величественный водопад, расположенный на юге Исландии. Его мощные водные потоки обрушиваются с высоты более чем 60 метров, создавая потрясающее зрелище. Этот водопад также окружен очень красивой природой. А мы перемещаемся на место крушения самолета. 24 ноября 1973 года, на пляже Салхейма-Сандьюр, при аварийной посадке из-за обледенения, разбился военный самолет Си-117D Skytrain, принадлежащий ВМС США. Поразительно, все 7 членов экипажа выжили. Благодаря Инстаграму это место стало очень знаменитым. Совсем недалеко от места падения самолета находится ледник.
Туда можно добраться пешком или заказать экскурсию, мы же пролетим и насладимся видами. Рядом находится ледник Ватнаjökull. Его высота 2110 метров. Это крупнейший ледник в Исландии. И самая большая ледниковая масса в Европе. Он занимает площадь примерно 8300 квадратных километров. А его максимальная толщина достигает около 1000 метров. Маяк Дирхалай. Это живописный маяк, расположенный на юге Исландии, недалеко от поселка Вик. Он расположен на высокой скале, с которой открывается потрясающий вид на окружающее побережье и океан. И тут мы попадаем в загадочное место Фидрарджафофа. Это каньон, известный своей потрясающей красотой и геологической историей. Каньон глубиной до 100 метров и длиной 2 километра расположен на юго-востоке Исландии. И далеко от деревни Киркюбейрклёйсту. Через него протекает река Фьядра. Каньон Фьядрарглюфур был создан в результате прогрессирующей эрозии, вызванной течением воды с ледников, в течение длительного периода времени, некоторые говорят, 9000 лет назад. Это место изумительной красоты. Нам пора уходить, но это прекрасное место, чтобы остаться здесь, с ночевкой. А утро нас встречает волшебным местом. Место, где ледяные глыбы, отколовшиеся от ледника Jökulsárlón, плывут в океан и затем выбрасываются на берег Даймонд-Бич. Даймонд-Бич – это популярное место на юге Исландии. Этот пляж получил свое имя благодаря ледяным обломкам, которые напоминают алмазы и бриллианты, разбросанные по черному вулканическому песку. А мы продолжаем путь, наслаждаясь удивительными видами юга Исландии, и приближаемся к месту Стокснес. Это захватывающее природное место, расположенное недалеко от поселка Хофн. И тут нам снова встретились чудесные исландские лошадки. Это место известно своими потрясающими пейзажами, включая гору Вистурхорн и побережье лагуну Стокснес, омываемое Атлантическим океаном. Стокснес также известен своей исторической значимостью, включая остатки военных оборонительных сооружений из времен Второй мировой войны. Это место, которое привлекает посетителей своей великолепной природой и культурным наследием. Также здесь расположена деревня викингов, где можно увидеть, как они жили и на чем плавали.
Это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру викингов, исследовать их повседневную жизнь и оружие, а также увидеть воссозданные викингские корабли. Это место позволяет путешественникам перенестись в прошлое и ощутить дух викингов в одном из самых красивых уголков Исландии. Дальше. Нас ждут приключения и посещение удаленных уголков острова, но для начала нам предстоит преодолеть еще 200 километров вдоль берега, наслаждаясь великолепными пейзажами. Каждый поворот открывает свои удивительные виды. Свернув на дорогу, которая ведет вглубь острова, нам предстоит проехать перевал по плохой дороге. Там водопад! Едем уже в центр Исландии! Очень холодно и очень сильный ветер. Последняя остановка на сегодня. Гостевой дом в местечке Литлабджардж. Это у нас здесь вот такой отель. Сегодня был такая пристроечка с таким видом. Готовимся выезжать. Последний день. Сегодня надо проехать почти 800 километров. Наша первая локация с утра – это Стадладжилл. Очень красивая природная достопримечательность на востоке Исландии. Это ущелье, известное своими удивительными басальтовыми колоннами и голубыми водами реки Йокульса. Интересно, что слово «Стадладжилл» переводится как «столбчатый басальтовый берег», что идеально описывает внешний вид этого места. Страшно стоять! Сегодня наш маршрут пройдет через центр острова, и нам предстоит проехать с запада на восток около 800 километров. По пути нас ожидают сказочные ландшафты, напоминающие Марс и Луну. На перевалах, даже летом, температура может опускаться ниже нуля. Кроме того, наш путь пересекут горячие реки с температурой в 38 градусов. Следующей остановкой будет водопад Детифос. Рядом с ним находится большая парковка, от которой придется пройти около 1 километра, следуя по скалистым местам, чтобы дойти до водопада. Детифос – это один из самых мощных и впечатляющих водопадов в Исландии и Европе. Он расположен на реке Йокулса, Ахльядагерди, в северо-восточной части Исландии, в национальном парке Йокульсарглюфур. Высота водопада составляет около 44 метра, а ширина – около 100 метров. Детифос славится своей могучей водой, которая бурлит и разбрызгивается, создавая величественное зрелище. Вода в водопаде темная из-за высокого содержания минералов и ледниковой молибденовой пыли в реке. Этот водопад также известен своей мощной подачей воды, что делает его одним из самых впечатляющих природных явлений на острове.
Детифос легко доступен для посещения и стал популярным местом среди туристов, желающих насладиться красотой и мощью этого природного чуда. Хвирир – это удивительное геотермальное поле, расположенное на севере Исландии, в регионе Мюватн. Это место поражает своей непередаваемой природной красотой и уникальными природными явлениями. В Хвирире можно наблюдать горячие источники, грязевые котлы, фумаролы, высокие столбы пара и газов, и серные осадки, создающие мистический и почти инопланетный пейзаж. Посетители Хвирира часто чувствуют себя, как будто они на другой планете, из-за необычной ландшафтной природы этого места. Здесь также можно почувствовать запах сероводорода, который характерен для геотермальных зон. Хвирир представляет собой уникальную возможность погрузиться в природу искусства, созданную природой. Это место также близко расположено к другим популярным достопримечательностям региона Мюватн, таким как озеро Мюватн, вулкан Крафла и гейзерное поле Намафьял. Это делает его обязательным пунктом в путешествии по северу Исландии, для любителей природы и удивительных ландшафтов. Ну а нам пора передвигаться в следующее место – Годафос. Это один из известных водопадов в Исландии, который находится на реке Скильфанса, примерно в середине пути между Акюрири и Мюватном. Его имя можно перевести как «водопад богов», и это название несет в себе историческое значение. Сам водопад Годафос – это красивое природное чудо, высотой около 12 и шириной 30 метров. Он обрамлен красивой природной средой и представляет собой популярное место для посещения туристами. Подъезжая к городу Акурейри, открылся вид на порт с большими туристическими лайнерами. Слева мы увидели какую-то речку, которая прям, от которой пар идет. Сейчас проверим, теплая она или нет. Горячая речка. На дворе 5 градусов, да, Катя? Да, градусов 30, наверное. Горячие реки, при окружающей температуре 8 градусов летом. Это настоящее чудо Исландии, было как вишенка на торте в последний день путешествия. После долгой дороги, которая привела нас в Рейкьявик, пора было уже улетать. Спасибо Исландии за такое замечательное место на Земле. Эта удивительная страна оставила в наших сердцах незабываемые воспоминания. И мы надеемся вернуться сюда снова. Впереди нас ждут новые приключения, но Исландия всегда будет особенным уголком в наших путешествиях. До скорой встречи, Исландия!